Мир военного флота полон тайн и загадок, и одна из самых интригующих из них связана с кораблем, который внезапно исчез в тропических водах. Однажды, в начале 20 века, во время Второй мировой войны, военно-морской флот Соединенных Штатов отправил на задание эсминец, получивший название «Синяя звезда». Этот корабль, как и многие другие, был оснащен современным оружием и в то время считался гордостью флота. Однако вскоре после выхода в море «Синяя звезда» пропала без вести, став загадкой для военных и историков. Корабль вышел из порта с хорошей погодой, и все признаки указывали на то, что задание будет успешным. Но через несколько дней связь с «Синей звездой» была потеряна. Никто не знал, что произошло. Патрульные суда и самолеты начали поиски, но тщетно. Операция по спасению продолжалась несколько недель, но никаких следов корабля или его экипажа не было найдено. Ученые и военные эксперты начали строить различные теории, от технических неисправностей до атаки подводной лодки противника. Однако на протяжении лет история «Синей звезды» стала лишь одной из множества загадок, связанных с исчезновениями кораблей. Военные архивы сохранили воспоминания о других аналогичных случаях, когда суда пропадали в открытом море, оставив за собой лишь пустоту. Специалисты отмечали, что такие исчезновения часто происходили в тропических или ураганных зонах, где погодные условия могут меняться стремительно и непредсказуемо. Тем не менее, это не объясняло, как «Синяя звезда» могла исчезнуть так бесследно. Прошло несколько десятилетий, и вдруг в середине 2000-х в одном из тропических лесов на юге Америки было сделано неожиданное открытие. Группа исследователей наткнулась на обломки, которые, как выяснилось позже, принадлежали «Синей звезде». Это открытие повергло всех в шок. Как этот военный корабль мог оказаться в густом лесу, удаленном от океана на сотни миль? Местные жители утверждали, что никогда не видели, чтобы корабль проходил через их земли. Слухи о проклятом судне начали расползаться. Итак, исчезновение «Синей звезды» породило не только множество вопросов о судьбе экипажа, но и о том, как же в конце концов этот военный корабль оказался глубоко в тропиках. Этот вопрос продолжает волновать умы исследователей и историков. Как могло произойти такое невероятное событие? Откуда пришел этот корабль в мир джунглей? Ответы на эти вопросы могли бы пролить свет на одну из самых загадочных историй военно-морского флота. А пока впереди нас ждут еще более удивительные факты и открытия, которые помогут разгадать эту таинственную головоломку. Исчезновение кораблей – это тема, которая привлекает внимание многих любителей морских тайн. Каждое из таких событий окутано множеством мифов и легенд, и «Синяя звезда» не стала исключением. На протяжении истории сотни судов пропадали в открытом море, оставляя за собой лишь вопросы и догадки. Один из наиболее известных случаев произошел в 1920 году, когда пароход «Титаник» столкнулся с айсбергом и ушел на дно. Этот случай, хотя и хорошо задокументирован, не стал единственным. Существуют также менее известные, но не менее загадочные исчезновения. В 1930 году парусник «Каравелла» отправился в плавание из порта Лиссабона. Корабль был хорошо подготовлен, и экипаж был полон надежд на успешное путешествие. Однако через 3 недели после выхода в море связь с ним была потеряна. Спасательные операции не дали результатов, ни одного следа, ни единого сохранившегося улик. Это происшествие стало частью легенд о треугольнике Бермудов, где, как считается, множество кораблей исчезает бесследно. Существует множество теорий, объясняющих такие таинственные исчезновения. Некоторые исследователи выдвигают гипотезы о сильных подводных течениях, которые могут затаскивать корабли на дно океана. Другие уверены, что корабли стали жертвами погодных аномалий, таких как ураганы или смерчи. В некоторых случаях предполагали, что это дело рук пиратов, но в большинстве случаев доказательства отсутствуют. Важно отметить, что большинство исчезновений происходило в тропических и субтропических водах, где условия могут меняться с поразительной быстротой. Необычные исчезновения также фиксировались в других регионах, таких как Филиппины или острова Тихого океана. Например, в 1940 году во время войны в Корее исчез эсминец, который позже нашли на дне моря, сгоревший и без людей. Такие события формируют вокруг себя мифы и слухи, и вскоре исчезновения становятся частью фольклора. Возвращаясь к «Синей звезде», стоит отметить, что о ней было много слухов. Некоторые утверждали, что ее экипаж встретил нечто неземное и был забран на другой план. Другие говорили о том, что корабль затонул, а затем был поднят подводным существом. Эти легенды стали частью культурного наследия мест, где корабль пропал. Но никаких фактических доказательств этих теорий не существует. В конечном итоге исчезновение кораблей – это напоминание о том, как загадочен и непредсказуем может быть океан. Каждый случай оставляет за собой неразгаданные вопросы и порождает новые теории, которые продолжают вызывать интерес у исследователей и любителей морских тайн. С каждой новой находкой, такой как обломки «Синей звезды», загадка становится еще более сложной, а ответы еще более недоступными. Что же произошло с экипажем этого военного корабля и как он смог оказаться в тропиках?
Следующее открытие может помочь пролить свет на эту головоломку. Среди густых тропических лесов, где природа сохраняет свои тайны, была сделана находка, способная потрясти военное сообщество. В середине 2000-х в ходе экспедиции группа исследователей обнаружила обломки, которые явно указывали на то, что они принадлежат синей звезде. Корабль, пропавший без вести во времена Второй мировой войны, оказался в середине богатого экосистемы леса, и это открытие вызвало не только восторг, но и недоумение. Обломки, которые были найдены, не выглядели так, как можно было бы ожидать от военного судна. Они были покрыты мхом и растениями, а пентагональные формы и металлические детали были почти полностью скрыты под натиском природы. Исследователи были шокированы. Как корабль мог оказаться так далеко от океана и что с ним произошло за эти десятилетия? Местные жители, как оказалось, не имели даже слухов об этом исчезнувшем судне, что еще больше усложняло ситуацию. Вскоре после находки начались активные исследования территории. Команда археологов и историков начала анализировать обломки, собирая улики о том, как именно синяя звезда оказалась в этих джунглях. Специалисты начали проводить эксперименты и сравнения с другими военными судами того времени, и постепенно стали появляться первые предположения. Походные карты указывали на то, что это место когда-то могло быть близко к морскому побережью, но как же оно изменилось за последние десятилетия? Ученые обратили внимание на уникальные особенности обломков. Одна из самых интригующих находок касалась состояния металла. Оно указывало на то, что корабль мог находиться в воде в течение долгого времени, прежде чем его выбросило на сушу. Аномалии в структуре металла также заставили исследователей задуматься о том, что синяя звезда могла подвергнуться воздействию необычных химических процессов, что тоже ведет к множеству вопросов. К тому времени, как начались активные раскопки, вокруг находки уже начали рождаться слухи. Местные жители говорили о том, что в лесу скрываются духи моряков, которые не нашли покоя. Легенды о потерянных душах и загадочных существах, охраняющих лес, добавляли мистики к уже и без того загадочному открытию. Эти истории привлекли внимание не только ученых, но и журналистов, которые стремились запечатлеть атмосферу таинственного места. При этом исследование обломков Тим Синей звезды стало не только историческим событием, но и началом нового этапа в изучении исчезнувших кораблей. Ученые начали собирать информацию из различных источников, чтобы понять, как же этот корабль мог оказаться так далеко от своего естественного места обитания. Рассматривались различные сценарии, от сильных подводных течений до необычных метеорологических явлений, которые могли бы создать условия для такого перемещения. С течением времени все больше вопросов возникало вокруг судьбы экипажа. Куда же делись моряки и как они могли оказаться в этом тропическом лесу? Этот вопрос стал главной движущей силой для дальнейших исследований. Ученые стали проводить опросы среди местных жителей, собирая слухи и легенды, которые могли бы пролить свет на загадочную судьбу синей звезды. Каждая находка, каждое новое открытие добавляло новую деталь в эту запутанную историю. Тайна корабля продолжала пленять умы исследователей и любителей морских тайн, и вскоре началась работа над проектами, целью которых было не только изучение обломков, но и поиск дополнительных улик, которые могли бы объяснить, каким образом этот военный корабль оказался между деревьями. Исследования продолжались, и впереди нас ждали новые открытия, которые могли бы приоткрыть завесу тайны над этим загадочным событием. Корабль «Синяя звезда» был построен в 1930-х годах, и его создание стало частью амбициозной программы военно-морского флота Соединенных Штатов. Этот эсминец был оснащен наиболее современным на тот момент оборудованием и имел мощное вооружение, что делало его гордостью флота. Корабль был предназначен для выполнения различных боевых заданий, включая защиту морских границ и участие в операциях против врага во время Второй мировой войны. Все шло по плану до момента, когда он вышел в открытое море, и на горизонте наметились черные тучи. Никто не мог предположить, что «Синяя звезда» станет объектом одного из самых долгожданных и загадочных исчезновений в истории военно-морского флота. После выхода из порта корабль ни разу не вернулся, и его судьба оставалась неизвестной на протяжении многих лет. В первую неделю после его исчезновения патрульные суда и самолеты, отправленные на поиски, не нашли никаких следов. Спасательные операции были обширными, но тщетными. Высказывались предположения о технических неисправностях, столкновении с подводной лодкой или даже нападении врага, но так и не было найдено ни одного улика, ни одного из членов экипажа. Много лет спустя внимание к синей звезде возобновилось, когда группа исследователей, проводившая раскопки в тропическом лесу на юге Америки, наткнулась на обломки, которые, как оказалось, принадлежали именно этому кораблю. Открытие вызвало настоящий фурор. Ученые и историки начали тщательно изучать найденные обломки, чтобы разгадать их тайну. Каждый элемент конструкции, каждый кусок металла был подвержен анализу, и исследователи хотели понять, как корабль оказался в таком удаленном от океана месте. Обломки синей звезды были поражены моментом времени и природой. Металлические детали были покрыты мхом и растениями, а формы, когда-то четкие и острые, теперь были сглажены временем.
Ученые пришли к выводу, что корабль, возможно, находился в водах тропиков в течение значительного времени, прежде чем его выбросило на сушу. Наиболее интригующим аспектом оказалось состояние металла. Оно указывало на то, что корабль подвергался необычным химическим процессам, которые могли повлиять на его структуру. Эти наблюдения открывали новые горизонты для научных исследований и выдвижения гипотез. Вместе с обломками были найдены и другие артефакты, которые могли помочь определить, что произошло с экипажем. Исследователи обнаружили личные вещи моряков, такие как фляжки, документы и даже предметы, напоминающие о повседневной жизни. Это добавило новый уровень загадки. Куда делись люди и что они пережили? Исследования показали, что поблизости не было никаких свидетельств кораблекрушения, что усиливало интригу. Сообщения о находке распространились, и местные жители начали делиться слухами о проклятом корабле. Легенды о духах моряков, не нашедших покоя, начали заполнять информационное пространство. Эти рассказы только подогревали интерес к находке и привлекали внимание журналистов и исследователей. Слухи о том, что в лесу живут таинственные существа, охраняющие обломки, также стали частью мифологии вокруг синей звезды. С каждым днем количество вопросов увеличивалось, и исследователи понимали, что им предстоит нелегкая работа. Были предприняты попытки собрать данные о предыдущих маршрутах корабля, изучить погодные условия и метеорологические явления, которые могли бы объяснить, как именно эсминец оказался так далеко от своего первоначального местоположения. Ученые начали разрабатывать различные теории, включая сценарии о сильных течениях или аномальных климатических условиях, которые могли бы вызвать перемещение судна. С каждым новым открытием становилось все более очевидно, что история синей звезды не закончилась исчезновением. Эта находка открыла двери для дальнейших исследований, и впереди ожидали еще более удивительные факты, которые могли бы пролить свет на судьбу экипажа и ответить на вопросы о том, как военный корабль оказался посреди тропического леса. Слухи о судьбе экипажа синей звезды начали множиться сразу после того, как корабль пропал без вести. Местные жители, далекие от военной жизни, стали рассказывать истории, которые быстро обросли мифами. Некоторые утверждали, что экипаж встретил нечто сверхъестественное – призраков, которые унесли их на другую планету. Другие говорили о том, что моряки попали в ловушку веками забытых существ, скрывающихся в тропических лесах. Эти рассказы привлекали внимание не только исследователей, но и журналистов, которые искали сенсационные новости. Находка обломков в тропическом лесу подлила масла в огонь. По мере того, как исследования продолжались, возникали новые слухи. В деревнях неподалеку люди начали утверждать, что видели странные огни в лесу по ночам. Некоторые охотники даже рассказывали о том, как слышали загадочные звуки, которые могли относиться к забытым морякам. Эти истории становились частью местного фольклора, создавая атмосферу таинственности вокруг синей звезды. Исследователи также начали активно расспрашивать местных жителей о любых упоминаниях о корабле и его экипаже. Были собраны свидетельства, которые указывали на то, что в окрестностях леса наблюдали людей, которые были одеты в форму времен Второй мировой войны. Эти истории порождали новые теории о том, что экипаж мог выжить после крушения и попытаться найти путь обратно к цивилизации. Но как же они могли так долго оставаться незамеченными? В это время ученые начали анализировать найденные артефакты. Личные вещи моряков, такие как фляжки, документы и даже некоторые фотографии, помогали создать картину того, что произошло на борту синей звезды. Однако отсутствие следов сражений или каких-либо серьезных разрушений на обломках ставило под сомнение версию о том, что корабль попал в серьезное столкновение. Вместо этого все указывало на то, что экипаж мог столкнуться с чем-то более загадочным, чем просто атака врага. Местные легенды о проклятом корабле только усиливались. Одно из самых популярных преданий гласило, что в лесу живут духи моряков, которые не нашли покоя после своей гибели. Эти истории подогревали интерес исследователей, и они начали искать дополнительные улики о том, как же экипаж оказался в этих тропиках. В процессе работы над находкой группа историков и археологов обнаружила, что в некоторых записях упоминается странное поведение моряков перед исчезновением. Некоторые члены экипажа, согласно неподтвержденным данным, были замечены в состоянии паники, а другие говорили о видениях, которые не поддаются объяснению. Однако эти свидетельства остались лишь в рамках слухов и не имели четкого подтверждения. Вскоре стали появляться и другие версии о судьбе моряков. Некоторые исследователи предполагали, что экипаж мог быть захвачен местными племенами, которые когда-то обитали в этих лесах. По слухам, такие племена существовали сотни лет назад и иногда нападали на морские суда, заплывающие слишком близко к их берегам. Однако ни одно из этих предположений не было подтверждено конкретными доказательствами. Каждая новая находка добавляла больше вопросов, чем ответов. Ученые стали собирать информацию о предыдущих маршрутах синей звезды, ее последних координатах и прокладывать пути, которые могли бы привести к разгадке тайны. Кроме того, начали исследоваться погодные условия, которые могли объяснить, как корабль оказался так далеко от своего первоначального местоположения. Но все это лишь увеличивало интригу вокруг судьбы экипажа.
Исследования продолжались в интенсивном режиме, и каждый день приносил новые загадки. Само нахождение синей звезды в тропическом лесу было лишь началом. Слухи о экипаже, их судьбе и возможных встречах с потусторонним миром продолжали интриговать и захватывать умы тех, кто искал ответы. Так, тайна синей звезды продолжала жить, подпитывая интересы исследователей и любителей морских легенд. Среди обломков синей звезды исследователи начали находить удивительные улики, которые могли бы пролить свет на загадку исчезновения корабля. Тропический лес, казалось, хранил в себе не только растительность, но и тайны, связанные с историей эсминца. Одной из первых находок стали личные вещи моряков, которые были тщательно сохранены под слоями мха и грязи. Фляжки, документы, а также небольшие предметы обихода – все это дало представление о жизни на борту. Исследователи с замиранием сердца изучали каждую деталь, пытаясь понять, что произошло с экипажем после исчезновения. Странные аномалии, обнаруженные на обломках, подняли еще больше вопросов. Ученые заметили, что металл корабля был поражен необычными химическими реакциями. Это указывало на то, что синяя звезда пребывала в водах тропиков гораздо дольше, чем предполагалось. Некоторые образцы металла имели незнакомые коррозионные узоры, о происхождении которых исследователи могли лишь догадываться. Эти находки спровоцировали теории о том, что корабль мог столкнуться с каким-то уникальным природным явлением, которое и привело его к этому отдаленному месту. Параллельно с анализом обломков происходили активные поиски ответов среди местного населения. Местные жители делились слухами о странных событиях, происходивших в лесу. Некоторые говорили о том, что видели людей, одетых в военную форму, бродящих среди деревьев. Другие уверяли, что слышали голоса и таинственные звуки, которые, по их мнению, могли принадлежать потерянным морякам. Эти рассказы подогревали интерес к находке и привлекали внимание как исследователей, так и журналистов. Кроме того, археологи начали изучать не только сам корабль, но и окружающую территорию. Они нашли редкие растения и необычные виды животных, которые могли бы рассказать о состоянии экосистемы в этом регионе. Некоторые исследователи предположили, что изменения в окружающей среде могли быть связаны с тем, как синяя звезда попала сюда. Возможно, стихи природы, такие как наводнение или сильные штормы, изменили ландшафт и привели к тому, что корабль оказался на суше. Исследования также привели к находкам свидетельств древних культур, которые могли обитать в этих местах сотни лет назад. Некоторые артефакты напоминали о племенах, которые, как считалось, когда-то нападали на морские суда, заплывающие слишком близко к их берегам. Хотя это не давало ясных ответов на вопросы о судьбе синей звезды, такие открытия добавляли новый уровень интриги к уже запутанному делу. К тому времени, как команда исследователей продолжала свою работу, мнения о судьбе экипажа все больше расходились. Одни предполагали, что моряки могли выжить, столкнувшись с дикими условиями тропиков, другие же утверждали, что исчезновение экипажа связано с чем-то мистическим. Слухи о духах моряков и таинственных существах, охраняющих лес, стали частью местной мифологии и даже привлекли внимание исследователей, которые искали научные объяснения тем загадочным явлениям. Каждое новое открытие поднимало больше вопросов, чем давало ответов. Ученые продолжали собирать информацию и строить теории, каждая из которых открывала новые горизонты для будущих исследований. Исследования обломков синей звезды стали не только важной частью военно-морской истории, но и началом нового этапа в изучении тропических экосистем и их взаимодействия с человеческой деятельностью. С каждым шагом в изучении находок становилось все более очевидно, что эта история не закончилась исчезновением. Тайна синей звезды продолжала пленять умы исследователей и любителей морских тайн, и впереди ожидали новые открытия, которые могли бы внести ясность в судьбу экипажа и объяснить, как этот военный корабль оказался среди деревьев тропического леса. Разгадывание этой головоломки стало настоящим вызовом для научного сообщества, и каждое новое исследование приближало к разгадке одной из самых загадочных историй военно-морского флота. Во время исследования обломков синей звезды ученые начали разрабатывать различные научные объяснения, которые могли бы прояснить, как этот военный корабль оказался в тропическом лесу. На первый взгляд, находка в таком удаленном месте выглядела невероятной, и исследователи стремились понять, как именно произошло это событие. Одним из наиболее обсуждаемых факторов стали изменения в географии региона, которые могли случиться за десятилетия. Карты местности показали, что несколько десятилетий назад это место действительно находилось ближе к побережью. Однако, как именно прошло такое перемещение? Возможно, это связано с естественными процессами, такими как эрозия и изменение русел рек, которые могли создать новые ландшафты. Исследователи начали анализировать геологические данные и изучать, как природные катастрофы могли повлиять на направление рек и размер суши. Некоторые теории предполагали, что сильные наводнения или землетрясения могли привести к тому, что часть берега оказалась затопленной, в то время как другие области, включая лес, оказались над уровнем воды. Эта гипотеза подтолкнула ученых к поиску дополнительных данных о климатических изменениях в этом регионе, что могло бы помочь в объяснении того, как синяя звезда попала в тропики.
К тому же ученые обратили внимание на состояние обломков корабля. Металлические детали показали признаки коррозии, которые могли указывать на то, что синяя звезда провела длительное время в условиях высокой влажности. Это могло означать, что корабль действительно находился в воде, прежде чем его выбросило на сушу. Исследования образцов материала позволили установить, что корабль подвержен необычным химическим реакциям, которые могли возникнуть в результате взаимодействия с окружающей средой. Возможные химические процессы поднимали вопросы о том, как долго синяя звезда находилась в этих тропиках и как изменение химического состава воды могло повлиять на металл. Были также рассмотрены возможности сильных подводных течений, которые могли бы затянуть корабль далеко от его первоначального маршрута. Однако эта гипотеза требовала дополнительных данных о том, как такие течения могли бы действовать в этой области. Исследователи начали анализировать метеорологические данные, чтобы выяснить, были ли в этом регионе сильные штормы или ураганы, которые могли бы помешать синей звезде вернуться в безопасные воды. Важно было понять, как такие метеорологические явления могли изменить курс судна и привести его к месту, где оно было найдено. Местные жители также поделились своими историями, утверждая, что некоторые поколения назад в их краях видели корабли, которые никогда не возвращались. Эти слухи поднимали вопросы о том, как долго люди наблюдали за исчезновениями судов и могли ли они стать свидетелями уникальных природных явлений, которые нарушили работу навигационных систем и послужили причиной несчастных случаев на море. Эти рассказы добавляли дополнительный уровень интриги к истории синей звезды, однако ученые осознавали, что нуждаются в более точных данных. В процессе дальнейших исследований команда начала собирать информацию о других исчезнувших судах в этом районе. Каждое новое известие добавляло контекст к загадке. Ученые не только анализировали найденные обломки, но и начали отслеживать, как часто происходили исчезновения кораблей в разных частях океана, чтобы выявить возможные закономерности. Эти данные должны были помочь в понимании, как другие суда могли оказаться в похожих ситуациях. По мере накопления информации становилось все более очевидно, что история синей звезды требует комплексного подхода, включающего не только археологические находки, но и данные о климате, геологии и морской навигации. Совместные усилия ученых из разных областей стали основой для дальнейших исследований, которые могли бы в конечном итоге привести к разгадке этой головоломки. Исследования продолжались, и каждая новая деталь приближала к пониманию, почему и как этот военный корабль оказался так далеко от своих привычных вод, вызывая интерес и завораживая умы исследователей. Исследования обломков синей звезды в тропическом лесу открыли множество тайн, которые, возможно, помогут разгадать судьбу этого военного корабля. Ученые, работая над находкой, начали собирать данные о природе региона, его экосистеме и возможных факторах, которые могли способствовать перемещению корабля в джунгли. Первые исследования показали, что местность, где был обнаружен эсминец, когда-то могла находиться на побережье. Изменения в географии региона могли произойти за десятилетия, что привело к тому, что соседи моря и леса стали ближе, чем когда-либо. Одной из первых находок стали личные вещи экипажа, обнаруженные под слоями мха. Фляжки, документы и другие предметы обихода были тщательно сохранены. Исследователи изучали их состояние, чтобы понять, как долго они могли находиться в таких условиях. Эти находки показывали, что синяя звезда не просто затонула, а пережила множество испытаний, прежде чем оказалась среди деревьев. Тем временем, каждый новый артефакт помогал дополнить картину жизни на борту. Параллельно с анализом обломков проводились исследования местной флоры и фауны. Ученые обнаружили редкие виды растений, которые могли бы указать на климатические изменения в регионе. Некоторые образцы растений имели необычные свойства, которые могли указывать на долгий процесс адаптации к изменившимся условиям. Также были замечены аномальные виды животных, которые выглядели так, будто они адаптировались к существованию рядом с обломками, что поднимало вопросы о влиянии корабля на экосистему. Эти наблюдения стали важной частью исследования. Среди местных жителей начали распространяться слухи о проклятом корабле. Они рассказывали о случаях, когда видели людей в военной форме, бродивших по лесу. Многочисленные свидетельства о таинственных огнях и звуках, исходящих из глубины джунглей, сделали это место объектом внимания как исследователей, так и любителей мистики. Эти истории подогревали интерес к находке и привлекали внимание журналистов, которые искали сенсационные новости. Ученые также начали собирать данные о предыдущих маршрутах синей звезды. Была проведена работа по сравнительному анализу с другими исчезнувшими судами, которые могли оказаться в подобных ситуациях. Каждое новое известие добавляло контекст к загадке. Исследователи начали отслеживать, как часто происходили исчезновения кораблей в этом регионе и какие природные условия могли способствовать этим событиям. Эти данные помогали выявлять закономерности и упрощали изучение. К тому времени, как работы продолжались, становится все более очевидным, что для полноценного понимания ситуации необходимо изучить не только сам корабль, но и все обстоятельства его исчезновения. Исследователи начали разрабатывать теории о том, как могло произойти это странное событие.
Например, рассматривались сильные подводные течения или необычные метеорологические явления, которые могли бы затянуть корабль далеко от его первоначального маршрута. Каждый анализ открывал новые горизонты, и научные группы начали объединять свои усилия, чтобы обеспечить комплексный подход к этой головоломке. В процессе дальнейших исследований команда начала собирать информацию о других исчезнувших судах в этом районе. Каждое новое известие добавляло контекст к загадке. Ученые не только анализировали найденные обломки, но и начали отслеживать, как часто происходили исчезновения кораблей в разных частях океана, чтобы выявить возможные закономерности. Эти данные должны были помочь в понимании, как другие суда могли оказаться в похожих ситуациях. По мере накопления информации исследователи начали определять временные рамки, в которые могли произойти изменения в географии региона. Была проведена работа по изучению эрозии берегов, изменения русел рек и других факторов, которые могли повлиять на облик местности. Эти исследования также включали данные о климатических изменениях, которые могли привести к затоплению определенных участков и изменению их ландшафта. Таким образом, работа над разгадкой тайны синей звезды продолжалась. Каждое новое открытие добавляло больше вопросов, чем давало ответов. Ученые стремились разгадать эту головоломку, продолжая исследовать обломки и окружающую среду, чтобы найти объяснение тому, как этот военный корабль оказался среди деревьев тропического леса. Исследования обломков синей звезды в тропическом лесу привели к неожиданным находкам, которые открыли новые горизонты для понимания этой загадочной истории. Ученые, работающие над раскопками, начали тщательно собирать данные о состоянии обломков и окружающей среде. Одна из первых находок – личные вещи моряков, которые были укрыты под слоями мха и растительности. Фляжки, документы и другие предметы обихода оказались в удивительном состоянии, что дало возможность исследователям предположить, что корабль находился в этом месте значительно дольше, чем ожидалось. Анализ обломков показал уникальные коррозионные узоры на металле, которые могли свидетельствовать о долгом воздействии влажной среды. Это открытие натолкнуло ученых на мысль, что синяя звезда могла находиться в водах тропиков до того, как оказалась выброшенной на сушу. Кроме того, образцы металла продемонстрировали признаки необычных химических реакций, которые могли возникнуть в результате взаимодействия с окружающей средой. Эти находки стали предметом глубоких исследований и обсуждений среди специалистов. Параллельно с анализом обломков начались активные поиски ответов среди местного населения. Местные жители начали делиться своими рассказами о странных событиях, происходивших в районе находки. Некоторые утверждали, что видели людей, одетых в военную форму, бродивших по лесу. Другие сообщали о таинственных огнях и звуках, доносящихся из глубин джунглей. Эти истории привлекали внимание исследователей, которые искали данные, способные пролить свет на судьбу экипажа «Синей звезды». Исследования также сосредоточились на экосистеме тропического леса. Ученые обнаружили редкие виды растений и животных, которые могли бы указать на влияние корабля на окружающую среду. Некоторые образцы флоры показали аномальные признаки адаптации к условиям, возникшим после прибытия синей звезды. Исследования по экологии региона стали важным аспектом работы, так как понимание воздействия корабля на природу могло пролить свет на его судьбу. Со временем стало очевидным, что история синей звезды требует многоуровневого подхода. Ученые начали разрабатывать различные теории о том, как же этот корабль мог оказаться в тропическом лесу. Были выдвинуты гипотезы о возможном смещении береговой линии, появлении уникальных природных явлений, а также о том, что корабль мог стать жертвой сильных подводных течений или ураганов, которые изменили его курс. Важным шагом в исследованиях стало изучение записей о предыдущих маршрутах синей звезды. Были собраны данные о других исчезнувших судах, чтобы выявить закономерности. Ученые начали анализировать, как часто происходили исчезновения кораблей в этом регионе и какие природные условия могли способствовать этим событиям. Эти данные помогли установить контекст для исчезновения синей звезды и открыли новые направления для дальнейших исследований. Каждую неделю находки становились все более увлекательными. Ученые продолжали анализировать обломки, собирая улики о жизни на борту и обстоятельствах исчезновения. Открытия о состоянии металла, состоянии найденных предметов и свидетельства местных жителей добавляли новые элементы в общую картину. Исследования обломков синей звезды стали важным шагом не только в изучении исчезнувших кораблей, но и в понимании взаимодействия человека с природой. Каждый новый день приносил новые загадки и открытия, которые поднимали больше вопросов, чем давали ответов. Работы над этой головоломкой продолжались, и каждое новое исследование приближало к пониманию, как военный корабль оказался среди деревьев тропического леса. Тайна синей звезды оставалась неразгаданной, но каждая находка помогала продвигаться к разгадке одной из самых интригующих историй военно-морского флота.